Вам не кажется, что сейчас именно тот самый удачный момент, когда Эдмонтон Ойлерс смогут взять Кубок Стэнли? Ну сами посудите, лидер на пике формы, зарплатный бюджет забит, дальше разгоняться тупо некуда. К тому же половина конкурентов самолично снялись из чемпионской гонки, но обо всем по порядку и, конечно же, подробнее. Вы на канале Где моя клюшка, чувак, обязательно подписывайтесь на него, ведь в ближайшие 10 минут вы узнаете, как Эдмонтон из обитателя дна турнирной таблицы за 5 лет превратился в главного фаворита на Кубок Стэнли. Чем Эдмонтон выгодно отличается на фоне своих конкурентов? И главное, почему я так уверен, что именно Эдмонтон Ойлерс выиграет Кубок 2025 года. 2019 год. МакДэвид второй бомбардир лиги, Дрейзайтл четвертый, а Эдмонтон 14 на западе. Это был переломный момент в нынешней истории франшизы, ведь уже в следующем сезоне Эдмонтон займет 5 место и до нынешнего момента ниже по результатам сезона не опустится. В первую очередь тренд перемен задала, как это в основном и бывает, смена главного тренера. На место уже уставшего Кена Хичкока пришел Дэйв Типпет. Типпет, как это обычно бывает, сразу же принялся подгонять состав под себя. Что я помню, это Дэйв начал активно заигрывать Ямамото, который до этого двигался в основном в дубле, а при Типпете прям расцвел. Был подписан вратарь Майк Смит, опытный и достаточно стабильный вратарь, но, конечно, далеко не топ. А в остальном изменения касались 3-го и 4-го звена. Помимо этого, МакДэвид и Дрейзайтл учли ошибки предыдущего сезона и выиграли бомбардирскую гонку сезона 19-20. Леон первый, а Конор второй. Да, это был далеко не самый удачный сезон для нефтяников, но что точно появилось у них, это менталитет победителя и сила духа. В этом 100% заслуга Типпета. Несмотря на то, что впоследствии Дэйв все-таки был уволен, привитые им психологические настройки, то дух победителя до сих пор живет в Эдмонтоне. И поверьте, это не просто громкие слова. Но чтобы превратиться из команды середняка в лидера претендента на кубок, усилий нужно приложить, пожалуй, даже больше, чем для толчка с дна турнирной таблицы. Именно для этого в 2023 году в клуб пришел Крис Кноблаух. У Кноблауха лучше предшественников получилось сохранять так называемый баланс между атакой и защитой. Да, команда у него была уже готова, но в точечных усилениях, конечно, нуждалась. И вот, первый сезон под руководством Криса и сразу финал. Может ли быть еще лучше? Кстати, в своем телеграм-канале выложил максимально подробную статистику сравнения Эдмонтона сезона 22-23 до прихода Криса и нынешнего, где можно прям наглядно отследить, как кардинально поменялся клуб. Ссылка в описании, подсказка в правом верхнем углу, а QR-код на вашем экране. Переходите, подписывайтесь. Лето 2024 года. Болельщики, эксперты, все в один голос заявляют, что Эдмонтон один из главных претендентов на кубок в следующем сезоне. Даже если сейчас взглянуть на коэффициенты от БК, тройка фаворитов выглядит следующим образом. Эдмонтон коэффициент 8, Флорида 10 и Даллас 10. Для наглядности я называю факты, которым должна соответствовать команда, претендующая на титул, а вы загибаете пальцы, если это можно отнести к Эдмонтону. В команде есть несколько лидеров, на которых всегда можно положиться, они стабильно дают результат, к тому же не подвержены травмам. Дальше, надежная линия защиты и вратарь. Вы скажете, наверное, про Скиннера, но я лично в нем уверен, какая бы плохая форма у него ни была сейчас, в плей-офф он будет тащить. В этом даже нет сомнений. Глубина состава. Достаточно просто взглянуть на их четвертое звено, и все вопросы отпадут сами собой. Опыт. Ну, во-первых, средний возраст Эдмонтона 30,5 лет, старше в НХЛ только состав Питтсбурга, так что в этом плане опыта хоть отбавляй. Во-вторых, все игроки еще в прошлом сезоне набили шишки в плей-офф, получили бесценный опыт и обрели спортивную злость. Единственное, что может помешать, это отсутствие везения. Это неизмеримое понятие, но у меня такое чувство, что у нефтяников его тупо нет. Так, и у нас остался еще один незакрытый вопрос, который еще сильнее убедит вас в том, что именно Эдмонтон возьмет заветную чашу. А может и заставит выключить это видео, так как вопрос очень субъективный и все выводы основываются только на моем мнении и где-то даже на чуйке. Звучит он примерно так. Ну кто, если не Эдмонтон? На первый взгляд может показаться, что конкурентов много. Это и Вашингтон, Торонто, Вегас, Виннипег, Даллас, Миннесота, Колорадо, Нью-Джерси, Каролина, Бостон, Флорида. Чтобы всем вам стало легче это анализировать, разобьем команды на группы. Первую я называю так.
Раз в год и палка стреляет. Сейчас объясню почему. Сюда я отношу Вашингтон, Миннесоту и Нью-Джерси. Эти команды, несомненно, молодцы, забрались высоко, большое им уважение, но сейчас просто не тот момент в истории франшизы и не тот далеко состав, чтобы брать кубок. Следующая категория есть шанс. Это Виннипег, Торонто, Колорадо, Каролина, Бостон и Даллас. К этой когорте клубов я отношу тех, кто может вылететь в первом раунде, а может дойти до финала. Ни один из исходов меня не удивит, но я не думаю, что они возьмут кубок. Вот у нас и остается из конкурентов только Вегас и Флорида. Вегас, да, стабильный, да, классный, да, с поставленной, отработанной до мелочей игрой, но потерявший Маршесса, Стивенсона, Амадию и Логана Томпсона. Пришедший в клуб Пирсон выглядит неубедительно. На последнем рубеже Адин Хилл играет хуже в сравнении с прошлым сезоном, а на Самсонова, как на первого номера, я бы точно не надеялся. Флорида сохранила весь костяк, но Пантеры так выдали перформанс в прошлом сезоне, и я не думаю, что у них получится снова взять эту заветную чашу. Сейчас Эдмонтон в классной форме, из последних 10 матчей они выиграли 7. Команда идет на 5 месте, но до лидерства на западе всего 6 очков. Помимо этого нет травм, а лидеры в шикарной форме. За эти самые 10 матчей у Леона 8 плюс 5, у Мака 1 плюс 12, у Хаймана 3 плюс 5, про которого, кстати, недавно выходило видео. Ссылка ниже в описании и в подсказке в правом верхнем углу. Ну вот и все, просто хотелось поделиться своим мнением, поделиться своим прогнозом относительно чемпиона Кубка Стэнли 2025 года. Пожалуй, привел достаточно аргументов, а соглашаться с ними или нет, это уже дело сугубо ваше. Делитесь своими прогнозами в комментариях, подписывайтесь на канал, ну и всем удачи!